Дорогие мои друзья, вы знаете, что я дарю вам всегда те ритуалы, которые не имеют аналогов и которых вы не найдете нигде, ну, если только не своруют, не выдадут за свое. И самое главное, что это ритуалы настолько сильные, и не только ритуалы, заговоры, которые в буквальном смысле могут спасти человеку жизнь. То, что я сейчас вам подарю, именно практика, это вам, знаете, не вот эти вот буси-гуси там, и приди, жених, приди, полюби меня, люби, зацелуй и прочее, хрень и прочее. Ну, не такая фигня, да? Это то, что вам, как профессионалу, будет очень нужно для поднятия своего статуса. Вот этим ритуалом я спасла несколько репутаций, жизней. Я даже не помню сколько, может, несколько десятков за последние годы. Сейчас я объясню суть, что это за работа и в чем она состоит. Бывают случаи, когда вам звонит человек и просто умоляет и просит, да, спасти от сложившейся ситуации. Например, может быть, шеф застукал, там что-то не то написано в бумагах, человеку просто грозит срок. Может, он оказался не в том месте, не в то время, и человеку грозит очень нехорошая проблема, которая может, все что угодно сделать с его судьбой и жизнью. Может быть, доведет до тюрьмы, может быть, доведет до краха, уничтожит карьеру, имя. Может быть, муж увидел переписку с другим мужчиной. Кстати, такое было не раз. От этого еще сильнее помогает. И вот человек вам звонит в истерике, в панике, просто умоляет, просит за любые там деньги, за все что угодно, только помогите, спасите, вытащите из этой беды. Что надо вам делать? Вот этот ритуал – это спасение. Это быстрое спасение от очень страшной беды. Кстати, это можете применить, конечно, для себя, понятное дело, но в любом случае, когда вы понимаете, что в момент опасности человек вам звонит и говорит, вот мне сейчас через полчаса идти там к следователю, не знаю, или идти к директору, или через полчаса муж приедет на работу, будет разбираться, или отобрал телефон, увидел все, или раскрылось там, что я какие-то махинации провела, и мне просто хана, помогите, спасите, умоляю. Что делать практику? Естественно, он кидается, начинает читать защиты и прочее, прочее. Но не всегда это помогает и не всегда дает тот результат. Ну, может, какой-то максимальный, минимальный, то есть результат даст, но это не то. Я вас учу, вот этот бесценный ритуал запишите у себя, и пусть он у вас будет, потому что вы такой не встретите больше нигде. И прошу у некоторых товарищей не повторять мои слова, когда я людям говорю, запишите, вы их не найдете нигде. Не нужно вашу фигню точно так же приписывать к таким великим ритуалам и призывать их записать, ибо нигде не найдете. Хорошо? Вот. Вот мои ритуалы точно нигде никто не найдет. Итак, дорогие друзья, просите фотографию этого человека или хотя бы данные. Если даже ничего нету, все равно можете начитать и поможет. Но в любом случае, как можно больше информации. Если нашли фотографию, даже не распечатывая фотографию, глядя на камеру, на телефон, да, читайте вот этот заговор. Читайте несколько раз. Сколько вас потянет? 3 раза, 7 раз, 13 раз. Пронесет беду, как будто ничего не было. После того, как я это проводила, было такое ощущение, что человек и не читал ничего, следователей не звал вроде бы, и прокуратура вроде бы и не слышала о таком деле, и прочее, прочее. Берете одну свечу, любую,
Я здесь просто 2 свечи поставила, как бы для освещения. Вы можете одну свечу убрать, любую, желательно черную или восковую. Но если даже ничего нет под рукой, вот что есть, даже в чужом доме, можете сесть, взять любую свечу. Нет свечи, без свечи проведите. В автобусе проведите, в конце концов. На улице выйдите, почитайте над фотографией или просто сконцентрируйтесь, там стойте, чтобы отдельно, чтобы люди не проходили мимо, как-то это не очень будет удобно. И начитайте это несколько раз. На имя человека. Я здесь имя человека не называю, поскольку я вас здесь обучаю, да, это обучающий ролик. Но вы можете начитать и на имя человека. Там сказать, читаю для такого-то, отведи беду от такого-то и прочее. Начинаем. Сейчас поближе сделаю свечу, чтобы было видно. Вы знаете, что у меня проблема с носом, поэтому не удивляйтесь, особенно после чисток, оно плохо дышит. Это нормальная вещь. Итак, снизить нужно агрессию того демона, который приходит питаться энергией вот этого всего происшествия. Вы знаете, что эти силы питаются энергией, да, агрессией, энергией печали, злости, скандалов, там, склоков и прочее. И вот вы вот этого демона успокаиваете. Вы имеете власть ему приказывать, указывать, поскольку вы посвященная ведьма, и вы посвященные не по скайпу, а посвященные по жизни и по праву рождения. А значит, вам дано право иногда указывать от имени тех сил, приказывать и указывать определенным силам, подчиниться вам и сделать, как вы хотите. Начали. Демон древний, демон злобный да свирепый, спи, дремай, голову не поднимай. Пойду я на Черную гору, там отец дьявол сидит, свое царство сторожит. Дьявол ты, дьявол, всем демонам отец, прикажи своему сыну, свирепому демону, пусть дремлет и спит, не беснуется. По приказу дьявола от его имени я тебе запрещаю бесноваться. Спи, дремай, голову не поднимай. Приказываю демону свирепому, закрой рот, ослепни, не беснуйся, не кричи, навсегда, навек молчи. Беду молча пронеси, буря стихай, демон засыпай, беда сбегай, все наладится. Заклято. Еще раз читаю. Демон древний, демон злобный, да свирепый, спи, дремай, голову не поднимай. Пойду я на Черную гору, там отец дьявол сидит, свое царство сторожит. Дьявол ты, дьявол, всем демонам отец, прикажи своему сыну свирепому демону, пусть дремлет и спит, не беснуется. По приказу дьявола от его имени я тебе запрещаю бесноваться. Спи, дремай, голову не поднимай. Приказываю демону свирепому, закрой рот, ослепни, не беснуйся, не кричи, навсегда, навек молчи. Беду молча пронеси, буря стихай, демон засыпай, беда сбегай, все наладится. Заклято. Еще раз. Демон древний, демон злобный да свирепый, спи, дремай, голову не поднимай. Пойду я на Черную гору, там отец дьявол сидит, свое царство сторожит. Дьявол ты, дьявол, всем демонам отец, прикажи своему сыну, свирепому демону, пусть дремлет и спит. Не беснуйся. По приказу дьявола и от его имени я тебе запрещаю бесноваться. Спи, дремай, голову не поднимай. Приказываю демону свирепому, закрой рот, ослепни, не беснуйся, не кричи, навсегда, навек молчи. Беду молча пронеси, буря стихай, демон засыпай. Беда сбегай, все наладится. Заклято. Да что ж такое, вся спина аж холодная стала, и вот такое ощущение, отвлекли меня чуть-чуть, ну ничего, нормально. Ну, я надеюсь, что на камеру, когда я загружу, вы увидите определенные лица прямо над свечечками.
Ну, если покажутся, то, конечно, они... Потому что сейчас, в данный момент, я вижу, что они есть. А как там покажется, нет, это уже, знаете ли, дело такое. Могут показаться, могут нет. Вот здесь, вот видите? Вот портал. Вот он. Угу. Вот он поднимается белый такой. Ну это ладно, кто увидит, кто нет, это не столь важно. Важно то, что это настолько сильный заговор, что оживляется пространство. Но вот этим заговором вы можете спасти жизнь. Просто сделайте этот заговор очень быстро, насколько это возможно. Приостановите беду, и вам, надеюсь, благодарные люди скажут спасибо. Мне, по крайней мере, говорят спасибо. И я тоже рада, что есть такие люди, которые ценят мой труд. Всем удачи!